Всем привет, меня зовут Оскар и с вами канал IT Вердикт. Давненько у нас на обзорах не было мышек, и совсем недавно один из алиэкспрессовских магазинов прислал мне на обзор две мышки, о первой из которых и пойдет сегодня речь. Мышь не имеет за собой громкого бренда, разве что надпись Zero Date, что лично для меня абсолютно ничего не значит, и везде эта мышь продается под названием X400 Gaming Mouse. При первом взгляде мышь кажется вполне себе интересным вариантом, особенно с учетом цены в 700 рублей, так что перейдем к обзору. И начнем мы, как всегда, с внешнего вида. И первое, что меня ждало, когда я только взял ее в руки, это разочарование. Дело в том, что когда эта мышь шла ко мне, я рассчитывал на то, что боковые стороны и передний бампер окажутся металлическими, а на деле это оказался обычный пластик, сделанный под металл. Это, конечно же, не критично, однако я очень надеялся на это, ведь тогда бы мышь чувствовалась в руке более увесисто и основательно. Однако в противовес этому порадовал тот факт, что провод в оплетке, а основной материал поверхности приятный софт-тач пластик. Мышь визуально поделена на секции, сквозь которые видна подсветка, которая здесь нескольких цветов. При этом из статичных цветов выбрать можно только красный, либо наслаждаться попеременно сменяющимися 4 цветами с 2 режимами скорости. О них мы поговорим подробнее, когда будем рассматривать программное обеспечение, а пока продолжим. Что касается эргономики, то ее определенно можно отнести к достоинствам этой мышки. Она очень удобно лежит в руке. Боковые кнопки удачно расположены, а форма способствует хорошей фиксации. Сборка в целом приятная, однако колесико немного люфтит. Не критично и практически незаметно, но факт остается фактом. А вот далее пойдет целый ряд сомнительных решений, которые лично меня очень удивили. Во-первых, внимательные из вас наверняка заметили треугольный блок, расположенный в верхней части мышки. Так вот, этот блок можно вынуть, передвинув специальный фиксатор на скользящей стороне мышки в открытое состояние. А да, и кстати, ножки мыши из обычного гладкого пластика. Итак, передвинув фиксатор, мы можем вынуть блок с 4 утяжелителями, которые позволят настроить вес мыши. Однако далее идет вот какой нюанс. Каждый утяжелитель весит 5 грамм, то есть вес мыши мы можем изменить максимум на 20 грамм. При этом вес самой мыши с утяжелителями примерно 155 грамм. И я, конечно, не киберспортсмен ни разу, но лично мне такая настройка кажется, мягко говоря, несущественной. Я с трудом определяю эту разницу при полностью убранном блоке с грузиками, и не говоря уже об изменениях на 5 грамм. На мой взгляд, вес каждого из них должен составлять по меньшей мере 10 грамм, чтобы при добавлении или удалении одного из них ощущались хоть какие-то изменения. Однако, возможно, я, конечно же, не прав, и если это так, поправьте меня в комментариях. Перейдем далее. Как я уже говорил, эргономику этой мыши можно отнести к ее плюсам. Она имеет очень удобный хват, и более того, производители пошли дальше, добавив возможность регулировать ту часть мышки, которая находится ближе всего к запястью. Эту площадку можно расположить в двух положениях, и тут у меня опять возник вопрос. Почему изменение столь незначительное? Площадка выдвигается буквально на 1,5-2 мм, и тут такая же ситуация, как та, что была с грузиками. Возможно, конечно, это и тонкая настройка, но лично для меня что первое, что второе положение площадки было одинаково удобным. Из этого следует тот факт, что если человеку будет неудобно определенное положение площадки, то он не получит практически никакого результата, изменив ее положение из-за очень маленькой амплитуды смещения. Однако справедливости ради стоит заметить, что сама система задвижения и раздвижения выполнена хорошо. Имеется четкий щелчок, и площадку нельзя случайно задвинуть или раздвинуть. Кстати говоря, несмотря на наличие отверстия под шестигранник, боковая сторона не регулируется. Далее, по дополнительным кнопкам. Помимо боковых кнопок, которые имеют стандартное для такого типа клавиш назначение, тут имеется кнопка переключения между 4 профилями DPI, которую можно переключать в программе, и странная кнопка бегущего человечка, которая вроде как должна совершать двойное нажатие. И тут у меня снова возникли вопросы, и чтобы ответить на них, давайте перейдем к программному обеспечению, которое идет на диске в комплекте. В наличии 3 вкладки. На первой вкладке мы можем назначить любую клавишу, настроить режимы DPI и также отключить те, которые не используем, а также выбрать предустановленные или сохраненные конфигурации. В действительности же это очень удобно, поскольку вы можете создавать бесконечное число конфигураций и сохранять их как файл, и после чего по необходимости выгружать в нужные слоты. На второй вкладке мы можем записывать макросы и также настроить некую точность указателя. Скорее всего, эта настройка попросту определяет частоту опроса. И тут мы переходим к интересностям. На третьей вкладке, которая называется «Настройка подсветки», нам зачем-то предстает перед взором значение DPI, которое используется в данный момент.
Притом поменять его здесь нельзя, и такое ощущение, что вывели его на эту вкладку, чтобы вы попросту не забыли, какое целочисленное значение DPI вы в данный момент используете. Настройка же подсветки ограничена 4 чекбоксами, в которых вы можете выбрать один из двух вариантов скорости изменения цвета подсветки и также сделать ее статичной либо отключить. Притом статичная подсветка бывает только красной. Кстати говоря, саму подсветку тяжело назвать яркой, и особенно это заметно на неподсвеченных областях клавиш, свет до которых попросту не доходит. Так вот, вернемся к ПО. Угадайте, что происходит, когда я нажимаю кнопку переключения профиля DPI на мыши? Правильно, ничего. Я не могу поменять режим DPI кнопкой переключения режимов DPI, как бы это абсурдно ни звучало. Поменять режим DPI я могу только в программе. И очевидно, что это именно косяк софта, и это должно работать, однако на деле мы можем поменять только через софт. Далее, допустим, вы хотите изменить что-то в программе. Вы вносите изменения и нажимаете Apply, то есть применить. И тут внизу выскакивает надпись «Конфигурация завершена, нажмите кнопку смены режимов DPI, чтобы запустить драйвер». Вопрос: зачем? Нет, ну серьезно, я уже нажал кнопку Apply, в чем необходимость подтверждения еще и на самой мыши? Еще бы двухфакторную авторизацию ввели при смене параметров. И что значит нажмите на кнопку, чтобы запустить драйвер? То есть до этого он не был запущен? И это я еще не пытался настраивать макросы, уверен, что там бы меня ждало еще огромное количество подобных чудес. Что касается начинки, то тут используется микропроцессор Instant, а переключатели здесь Huano. Какой-то обширной информации я по ним не нашел, и скорее всего это недорогие китайские аналоги своих именитых собратьев. Однако, если говорить о надежности и долговечности, то тут естественно возникают вопросы, ввиду отсутствия информации и отсутствия отзывов. В общем, вот такое неоднозначное устройство пришло к нам на обзор. Напомню, цена этой мыши около 700 рублей, и только вам решать, стоит ли она этих денег или все же нет. В любом случае, спасибо вам за внимание, надеюсь, этот выпуск был для вас интересным, полезным. Пишите в комментариях, что вы думаете об этой мыши и какими девайсами пользуетесь вы сами. Подписывайтесь на канал, оценивайте видео, как считаете нужным, жмите на колокольчик и увидимся с вами в следующих выпусках. С вами был канал IT Verdict, пока. Дорогие друзья, если вы покупаете электронику в китайских магазинах, то очень рекомендую посетить созданный нашим каналом агрегатор товаров. Он располагается на странице ВКонтакте, где вы найдете только лучшие товары от крупнейших китайских торговых сетей. При этом мы избавим вас от многократных повторов одного и того же товара и от недобросовестных продавцов. Из функций вы сможете подписаться на интересующую вас рубрику, оставить заявку на поиск интересного вам товара, а также вы сами сможете найти интересующий вас девайс через поиск по рубрике или в каталоге товаров. Мы будем рады вашей поддержке.